Итак, ребята, всем привет, с вами снова Михаил, и сегодня мы продолжим, собственно, это третий будет заключительный у нас урок на тему пистолета и патронов. Мы их объединим в единое панно, то есть, в принципе, панно у нас будет в виде монетки, такую мы сделаем простенькую монетку. Вот, и, собственно, давайте начнем, от слов к делу, поехали. Первое, что мы делаем, вот я сделал здесь карту рельефа, да, и вижу кое-где есть артефакты. Давайте мы их немножко заретушируем. То есть мы выбираем пипеточкой наш необходимый цвет и ретушируем вот эти вот все недочеты. Вот, в принципе, это такой вот лайфхак, если вы будете качать где-то карты высот, вы можете точно так же использовать. Ну и что мы делаем? Мы делаем, давайте, симметрию 2 пистолета, да? То есть нам нужно создать какую-то композицию. Вот, я так подумал, что пусть это будет все в виде в окружности, да? Вот, и подобие сделаем монеты. Конечно, это не монета, но тем не менее. Вот, вы можете смотреть, как мы там работаем со слоями. Изначально я думал, что звезда... Так, для композиции будет сверху, но потом немножко сейчас переиграю. Вот, давайте напишем, кстати, пистолет. Вот, по-английски это будет gun. Вот, и, собственно, вот я сделал надпись снизу, а звезду поместил сверху. Ну, что-то мне как-то не очень-то понравилось. Сейчас вот я шрифт выберу. Вот. И сейчас я заменю это местами. То есть звезда у нас пойдет вниз, а текст пойдет вверх. Вот. Вот. Если какие-то у вас недопонимания, как что делать, вы, в принципе, пишите, я объясню там по ходу дела. Либо давайте уже там, может быть, как-нибудь соберемся и что-то вместе поделаем. Вот, ну, делаем дополнительную обводку. Вот. Делаем у звезды и немножко выравниваем деформации, да, там, по окружности текста. Точнее, не выравниваем, да, изгибаем его, так можно сказать. Вот. Следующее, что нам необходимо? Нам необходимо создать слои. Мы разобьем пистолеты, да, и, скажем, текст на разных слоях у нас будут рельефы. Опять-таки, мы делаем этот рельеф... по наибольшей, мы не делаем там какие-то рельефы с наложением. Вот. Ну вот, у нас получился текст и получилась звезда. Сейчас мы создадим звезду. Вот. Ну и в чем удобство, да, скажем, работы со слоями. Внутри слоя вы можете также использовать, да, какие-то комбинации, то есть сделать с наложением и без наложения. То есть у вас намного как бы больше возможностей работать. Вот. Ну и давайте сделаем основное. Это будет у нас окружность. Вот. В окружности сделаем небольшую как фаску, да, или что это будет. Вот. Ну, если у нас это монета, то давайте, пусть это будет гурт, да. Вот. Ну и что мы делаем? Мы делаем сам рельеф монетки, да, там, парочку миллиметров. Вот. Ну и, собственно, этот гурт, да, сделаем там высоту тоже какую, ну, сделаем 2, да, 2 миллиметра добавочно. Вот. Ну, то есть у нас такая вот композиция очень простенькая. И если вы помните, мы с вами, да, вот делали композицию из патронов. Сейчас у нас какая задача? У нас задача вытащить эти рельефы из предыдущего файла. Что мы делаем? Мы просто сохраняем этот рельеф, ну, то есть мы зашли в предыдущий файл и сохраняем рельеф, да? Вот. Вот у нас патрончики мы сюда закинули, то есть импортировали, по сути, рельеф. Следующее, что нам нужно? Нам нужно сделать контур и отсечь все, что не нужно. Я думаю, что я отсеку где-то патрона 3, да? И оставлю вот 2 для композиции. Нулим его. Ну, опять-таки, у нас для патронов, да, свой новый слой. Вот. Вот мы сделали контур для них. Ну и следующее, что нам нужно уменьшить под размер, ну и сделать какую-то композицию. Вот мы смотрим, как они встанут. Вот, я думаю, что тоже симметрично просто сделать по двум сторонам. И
это будет как бы неплохо смотреться. Вот. Ну и вот давайте так сделаем по добавочной, да, пусть они будут. Вот таким вот образом я сделал направляющие, чтобы было удобнее. Вот. И убрал все, что лишнее, чтобы там что-то не зацепить. Вот. И делаем зеркальное копирование. Собственно, вот таким вот образом, там сколько, пару-тройку минут, да, мы с вами сделали уже монетку, да. Ну и давайте так просто для как бы для красоты, что ли, сделаем какой-то фон простенький. Возьмем артхамовские эти рельефы, да. Ну и сделаем там что там, пирамидку, я, по-моему, выбрал, да, пирамидку. Вот, наложим пирамидку, так, чтобы что-то было. И отсечем все, что не нужно, чтобы у нас не перекрывало, да. Вот, собственно, выбираем нули внутри. Вот. Ну, вот, собственно, сколько там, пару минут, и у нас готова монетка, да. Вот. Ну, собственно, вот этим уроком я хотел вам показать, что не так сложно делать какие-то, вы себе можете нарабатывать компоненты, и потом у вас есть база своих каких-то, скажем, рельефов, и из этих рельефов вы уже компонуете какие-то нужные себе композиции, да, компонуете композиции, тавтология, но извиняюсь, как бы, что в голову приходит, то и говорю. На этом все, с вами был Михаил, всем пока, до новых встреч.